Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад, второй прогноз на неделю с 4 по 10 декабря. Давайте узнаем, каковы подсказки карты. У нас сегодня колода 78 дверей, метафорические карты, принципиальное значение. Открыты двери или закрыты и каков ключ, как подобрать его, чтобы эта дверь открылась. Планетарно же у нас Венера, управитель вашего знака, в Скорпионе. И это возможность сделать важный разговор и проговорить какую-то важную тему. Больше понимания, больше ясности. Вот на этой неделе как раз что-то расставить по местам, что для вас в приоритете, для вас самих определиться, может быть. Или как в отношениях совершить важный разговор, если есть какая-то двойственность. Ну, а для кого-то это вопросы страсти. Так тоже может проиграться, мои дорогие. Итак, ну и денежные, кстати, тоже, как ни крути. Хоть и про чувства больше нам Венера где-то в Скорпионе, но у кого-то может Венера это еще и наш доход, достаток, благополучие. И для кого-то из вас дела идут на подъем настолько хорошо, что вы можете с головой как раз уйти в дела, а не в любовь. И для кого-то, увы, вот так тоже будет. Итак, давайте будем смотреть, что для вас, тельцы, в приоритете, что важно знать. Чего не избежать или неожиданности на неделе с 4 по 10 декабря. Чему сейчас не время или что может помешать в неделю. А что будет помогать? Давайте достанем карту «Что скрыто?». Может быть, и нарочито кто-то скрывает, может быть, и сами не придаем значения. И по энергетике, дела, работа, бизнес. Что по финансам? Личная жизнь. Давайте узнаем. Итак, каков приоритет? Ну, у вас сильная позиция, девятка кубков. Дверь у нас открыта. Вообще карта самодостаточности, самоуверенности, правда, хороших заработков. И у кого-то вот все то, что я сказала до карт в начале видео, именно и проигрывается. Но даже если в личной жизни у вас как будто все под контролем, тельцы молодцы. У вас сбалансированы все сферы жизни. Конечно, это стоило труда, это стоило напряжения, душевных сил, но радость сама по себе и уверенность приходит на этой неделе. У меня все идет так, как я хочу. Я собой доволен. Ну или довольна, правда. Давайте мы посмотрим, каковы же неожиданности. Прекрасно. Вот то самое, либо получение денег, либо решение вопросов, связанных с недвижимостью, имуществом, может быть, или что-то по бизнесу, по работе, как получение и должности, может быть, что-то вы делаете хорошо, что в целом десятка пентаклей – это наше благополучие, оно связано с несколькими сферами жизни нашей. И здесь как могут пройти согласования разного рода, для кого-то и контракты могут пройти, почему нет, для кого-то может быть подписание важных документов, но и все же может быть вопросы, связанные с банками, но разная тематика в виде финансов, каких-то ваших решений, может быть амбиций. И когда вы правда собой довольны, мало того, что начинает с девятки кубков нам карта о том, что все у вас контролируется, это карта самодостаточности, самоуверенности, мои дорогие, так и в неожиданностях деньги или благополучие у вас в неожиданностях. Есть чему радоваться, чему сейчас не время. По тузу мечей, вот это очень наглядная карта, и я называю туз мечей выход из лабиринта, когда мы могли долго думать прежде или обдумывать какую-то ситуацию, прежде чем принять решение. В итоге мы принимаем это решение и вот этот самый выход. Или выход из сложной ситуации, или как правильно поступить. Мы с чем-то определяемся. Ну вот, наверное, это в позиции «чему сейчас не время». Не время, видимо, ну, для вас, мои дорогие тельцы, расставлять точки над «и». Еще что-то будет меняться. Может быть, добавится какая-то ситуация у вас идет по нарастающей, словно, которая касается вашей личной жизни или ваших заработков, ваших амбиций. Поэтому, может быть, вот именно по благополучию пока еще что-то продолжает развиваться, еще пока нет возможности сказать, что все, точка, это уже какой-то конечный пункт, или принять окончательное решение. Может быть, дополнительная информация, возможности, и еще что-то вам добавится. Поэтому не торопитесь выносить какие-то вердикты. Что помогает? Интуиция будет вам помогать, и это тоже так. У вас старший аркан, колесо фортуны. Может, поэтому нам и говорят, подожди
с вынесением какого-то или обещания своего, например, кому-то помогать, или определиться, может быть, по работе, по видам заработка, деятельности, может быть, это перемещение, у кого-то вопросы, связанные со сменой недвижимости, я хочу поменять квартиру, дом, может быть, переехать куда-то далеко, и по колесу фортуны вам будет помогать пространство, вы, правда, еще на неделе чего-то не видите, и доверьтесь Вселенной, правда? По этой карте, если мы с вами говорим про двери, дверей как таковых нет, но четверо, которые собрались за спиритическим столом, они все, каждый из них, не знает, как поступить. И они надеются, что вот в этот спиритический сеанс кто-то из других людей, которые присутствуют, проговорит какую-то тему, обронит фразу. И благодаря этому он сможет просчитать, понимаете, что-то. Поэтому здесь еще тысяча каких-то неопределенностей. Они вам помогают, эта позиция, что помогает держать руку на пульсе и откликаться быстро. По этой карте есть такой момент быстрота. Мы чего-то не должны упустить. Значит, вовремя принять решение или откликнуться на что-то, что придет в эту неделю. Может быть, это конкретное предложение или какая-то обстановка, которую вам нужно будет разрулить. Ведь так ведь тоже может быть. У каждого какая-то своя будет составляющая. Это то, что мы не можем отложить на потом, понимаете? Поэтому на злобу дня могут быть разные вопросы, которые отчасти будут касаться где-то благополучия, но через призму у кого-то личная жизнь, а у кого-то через призму заработков, дохода или недвижимого имущества. Такое тоже может быть. А может быть и какие-то вопросы, связанные еще с такими сферами жизни. Ну, тут, наверное, у каждого своя история, понимаете? И у каждого что-то сейчас наиболее злободневное есть. И словно есть еще развитие, понимаете? Но это старший аркан. Он в целом говорит, что неожиданности будут, которые для нас, для вас, мои дорогие тельцы, со знаком плюс. Значит, повремените кому-то что-то либо обещать, либо включаться в какие-то вопросы. Почему? Потому что вам придется уделять внимание тому, что для вас будет наиболее злободневно, активно и более ценно на этой неделе. Как-то по-своему, условно, реальность может преломиться. Что-то может для вас еще в больший плюс сыграть. И не время, вот, видимо, и обещания кому-то давать, потому что какая-то ситуация, повторюсь, она продолжает развиваться, а на каком-то этапе вы этого можете не видеть. Что скрыто? Вот по четверке Пентаклей, это карта якоря, нужно все сохранять, безусловно. И, видимо, в зависимости от того, что это придет по колесу фортуны. Тут ведь никто ничего не скрывает, но будет та тема, когда вам словно, может быть, для кого-то нужно отправиться, у кого-то это будет принятие решений по поводу вашей работы или, может быть, и личной жизни. Своего рода квантовый скачок или это какая-то альтернативное действие или ваше решение, может быть. Очень наглядно говорит карта, как будто дверь закрыта, но дверь маленькая. Нам показана девушка, которая ходит вокруг этой двери и думает, ну как это мне туда попасть? Весь вопрос, что ей нужно попасть не просто за дверь, а ей нужно попасть за этот забор, словно в какую-то новую реальность. И сколько ты не обдумывай, в дверь маленькую она попасть не может, она намного больше ее. И поэтому вам придется что-то сделать иначе, вот как этой девушке, перемахнуть через этот забор, чтобы там оказаться. Вот в какой-то с новыми возможностями. Или для кого-то это как должность, может быть, опять же, у кого-то может быть, вопросы ваших заработков, то есть сами по себе финансы выйдут на первый план и вас заставят принять какое-то решение. А может быть, мои дорогие тельцы, все вместе словно закручено, и может быть и личная жизнь для того, чтобы буквально переехать куда-то очень далеко. Ну, наверное, у каждого по-своему. Основное, никто ничего не скрывает. Если мы спрашиваем, что скрыто, это вам нужно найти какой-то, ну, условно, сломать шаблон, какой-то стереотип, может быть, о вас, мои дорогие, о вас самих. Как-то продумать свою стратегию, тактику наперед, но еще какое-то очень важное действие, которое вы в
впоследствии, может быть, совершите. Может быть, не на этой неделе, а на следующей. И вот продумать вам определенно придется что-то. Именно почему, может быть, карта выпадает, что скрыто. А потому что впереди у нас лежит колесо фортуны, старший аркан. И нам ведь не говорят конкретику, она у каждого своя. Но это то, что нам помогает, это то, что в плюс. И вот от этих самых плюсов, видимо, будет и исходить какое-то ваше решение. Будьте так настроены на прием информации и на быстрый отклик. В целом, это точно. Может, у кого-то и не проиграется, но кому-то это важно услышать. Дела, работа, бизнес. Шикарно. Девятка пентаклей. У вас две карты самодостаточности. Девятка кубков и девятка пентаклей. С деньгами порядок. Но, правда, история как будто продолжается. И две девятки, 9 по нумерологии, это всегда преддверие перемен. Хотим мы, не хотим, но что-то будет меняться. Поэтому, мои дорогие тельцы, правда, вот эти самые перемены, и еще и плюс у вас выпадает колесо фортуны. Держите руку на пульсе. От чего-то вы не должны отказаться. Может быть, это и будет поездка. У кого-то был переезд или поездка запланирована, или приезд человека к вам. Тут как-то так может развернуться реальность, открывая перед вами новые возможности. Или как-то что-то сделать совершенно по-другому вам придется, чтобы, где-то и волки сыты, и овцы целы. Все же, опять же, две девятки. И дальше какое-то тоже изобилие, процветание. Как будто вот эти все карты, которые, по сути дела, говорят о финансах, растянуть на далекий период времени. Какой-то ваш успех приходит. И причем отчасти это приложенные ваши усилия. Но еще это то, что называется... помощь, назовите, небесных сил или как карма, судьба. Вот что-то такое у вас еще будет решаться на этой неделе. Поэтому вот те двери, которые нас девушка открывает, паре как будто, и двери в добротном доме. Тут все и уют, и благополучие, и финансовый достаток. Вот эти двери открываете вы сами. И это у вас дела, работа, бизнес. Продолжаются какие-то для вас бонусы и новые возможности. Финансы, хотя нам уже сказали. А на финансы нам двойка кубков. И здесь больше о доверии. О том, что если мы говорим закрыты двери или открыты, у нас тут врата такие ажурные, кованые. И они открыты. И двое детей. Только в детстве мы где-то лишены меркантильности. Мы действуем искренне. И вот здесь про какие-то искренние отношения, но они выпадают. Тем не менее, на позицию финансового благополучия, а про благополучие нам уже все, что могло, по-моему, выпало, самые лучшие карты. Не забывайте про любовь, мои дорогие тельцы, про отношения, про баланс, может быть, в отношениях. Тут ведь может быть у меня удачный такой период, что мне надо больше времени, внимания уделять именно либо заработкам, либо карьере, либо еще каким-то делам, которые словно, в фарватере исполнения желаний сейчас ложатся. А нам говорят, не будь чересчур материальным. Где-то не забывай про душевность, не забывай про личную жизнь. Вот об этом говорят карты. Потому что твое благополучие материальное будет каким-то образом увязано с решением вопросов личной жизни. И про любовь нам здесь говорят, про искренние чувства. Тем не менее, для вас это важно. Поэтому не уйти с головой в работу и в заработки будет для вас актуально на этой неделе. Личная жизнь. Либо вы кого-то ждете, либо вас кто-то ждет, либо, вас любят, мои дорогие тельцы, и вы кого-то любите. И король кубков часто проигрываются супруги наши, или с кем вы в паре. И вот все то, что я только что говорила, и пусть это позиция финансов, а нас немножко карты разворачивают к душевности, к душевному комфорту, к искренним отношениям. Знаете, как будто не должна одна сфера жизни, личной вашей жизни, проигрывать за счет того, что с финансами что-то здесь как будто можно вырулить на обгон. Вам придется уравновесить две составляющие, как и личную жизнь, так и способы заработка. У вас ресурсное время, вам придется решать словно и то, и другое. Но вам пространство помогает, и поэтому шикарная неделя сама по себе.
скучать вам будет некогда, и поэтому окончательные какие-то вердикты не выносите, не отменяйте, не отказывайте. Может быть, человеку, не отказывайте тому человеку, если вы даже не в браке, а вам кто-то предложит встретиться, например. Не говорите, что я с головой ушла или ушел в работу, мне сейчас не до тебя. Именно тот самый баланс вам придется установить с 4 по 10 декабря. И вы знаете, ведь это очень важно, потому что последующая неделя у нас будет новолуние в Стрельце. Это те энергии, которые нам понуждают где-то нас с большим оптимизмом вымести все то, что малозначимо из нашей жизни, избавиться от каких-то сомнений, избавиться от глубокой философии. Больше жизненных сил, больше жизненных энергий будет через эту неделю. Это значит больше воодушевления, творческого подъема, вдохновения, любви, мои дорогие. Поэтому от чего-то вы не должны точно отказаться. Я, по крайней мере, вижу так. Или выносить вердикт. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.